Доброго времени суток. У нас создан сайт. Это плейлист веб-кодинг, создание сайта с нуля. И сейчас у нас есть небольшие правки по сайту, которые необходимо еще поправить. То есть вот, допустим, здесь название не соответствует LiveChat тому, что происходит. То есть, наверное, это задай вопрос должно быть. И не закрывается кнопочка. То есть давайте это попробуем исправить. Я захожу в PageArm, терминал, чтобы открыть, это вот эта вот кнопочка Alt, плюс F12, терминал, и вот уже мы тогда появляемся здесь. Клауды запускаю. Хочу, чтобы появился Sonnet. Да, Sonnet 4.6. Отлично. Я доволен. Так, наверное, надо посмотреть, что не так с sitemap XML. И сейчас это надиктуем. Все диктуем голосом. Что-то не так с сайт XML. Посмотри, пожалуйста, файл. Там PageArm показывает какую-то грандиозную ошибку, аж красную. Вот, вставляем просто в терминал, и пусть он думает, пока прочитает. Так как это новая сессия, поэтому ему надо все заново посмотреть. Наверное, чтобы он вспомнил, о чем этот проект, ему нужно скормить наш Project Design, чтобы он понял. И, наверное, все MD-файлы, которые лежат у нас здесь, потому что это важно. Пусть он их прочитает. Так, закрывающий тег, значит, структура XML корректна. Давай поищем дублирующиеся и незакрытые теги внутри. Так, а что здесь за ошибка? Мы можем ему просто подсказать. Так, мы копируем это, вставляем в наш Cloud браузерная версия, вот так вот просто скриншотом. Опиши ошибку, которую ты видишь для разработчика, чтобы он понял, в чем дело и на что нужно обратить внимание. Полный веб-кодинг. Так, смотрим, что у нас браузерный сможет прочесть из ошибки. Неразрешенный внешний ресурс. Что происходит? IDE WebStorm IntelliJ не может получить доступ к XML-схеме, указанной в атрибуте. Это URL внешней XSD-схемы, по которой IDE валидирует. Окей. Значит, вначале надо, чтобы наш PageArm он так и пишет. Надо, чтобы наш Cloud-код, который находится в IDE, вначале прочел, как надо с нами работать и где он находится. Прочитай MD-файлы, которые лежат в корне проекта, и подтверди, что ты принимаешь условия работы со мной. Ну и что ты понял, о чем вообще проект. Что мы делаем сейчас, это мы экономим токены. Здесь вот у нас было видео сложное, глубокое. Anthropics сами подтвердили, что вот то, что я опубликовал на 4 или на 6 дней до того, как они официально это опубликовали, Anthropics дают такую же инструкцию, что надо с искусственным интеллектом работать именно так, как описано вот в этом файле. Видео обучающее, сложное, скучное. Надеюсь, что вы сможете его осилить, потому что оно очень полезное. И вот здесь вот мы экономим токены и создаем Project Design. Некоторые пользователи отмечают, что плохой звук. Заранее извиняюсь, если плохой звук, но вот в моем интерфейсе, во всяком случае, у меня получается слышать слова.
а не только выкачивать субтитры и анализировать их. Так, хорошо. Он прочитал оба файла, принимаю условия, подтверждаю. Контракт принят, работая по схеме «думай, спорь, планируй, делай». Сначала задаю вопросы, то, что неясно, аргументированно спорю, если вижу проблемы. Предлагаю план и жду утверждения, пишу код только после ок. Не коммичу, не пушу, только меняю файлы. О проекте Fact Witness, ну и SEO-машина. Супер. Оплата через Stripe. Он все понял. Так, теперь после того, как он все понял, мы можем вот загрузить описание на ошибку в sitemap. И дадим ему свободу, а не инструкцию. Вот это мнение внешнего агента, который видит UI PageRarm и видит суть ошибки и на что PageRarm ругается. Проверь, насколько обоснованы эти догадки, и согласуй со мной план дальнейших действий. Так, хорошо. Мы сделали скриншот, что здесь не так. Мы вот так вот просто навели на красненький, и мы увидели, что здесь на что ругаются. И где это все, загнали это скриншотом в веб-версию и пошли уже, создали инструкцию для терминала. Неразрешенный внешний ресурс. Что происходит? Так. Анализ внешнего агента корректен, разберу по пунктам. Что подтверждается? Наш Python парсер уже показал XML синтаксически валиден. 353 URL, теги сбалансированы. XMLNS, setmap 09, это пространство имен, namespace URI, а не ссылка на схему. PageRarm WebStorm пытается его разрезолвить как XSD и падает с предупреждением, если не может достучаться. Так, SEO не затронуто. Google Sitemap протокол не требует валидации по XSD. Одна правка к анализу. Вариант 3. Add XSI схема location не поможет, если проблема отсутствия доступа к интернету, IDE, еще один URL. Ну, супер. То есть у нас все хорошо. Здесь правка не требуется. Что мы будем делать сейчас? Мы поменяем вот это вот live код, и закрытие не работает, и открытие должно быть по live chat. Мы тогда начнем запись голоса и будем находиться вот на этой вкладке и надиктовывать. На главной, как и на всех вкладках, есть live chat, который сейчас имеет небольшие неточности. В целом он хорошо работает, и я доволен твоей работой, спасибо. Что здесь не так? Какие баги сейчас я вижу? При клике на «Закрыть» не сворачивается диалог, и название Live Chat, оно не совсем отражает суть происходящего, потому что у нас нету лайв-чата, туда не подключен какой-нибудь LLM, искусственный интеллект, который сразу отвечает, а это больше задайте вопрос, и мы вам ответим. То есть как-то вот так вот, наверное, более правильно будет, исходя из логики работы самого сервиса, переименовать эту надпись. А сейчас первое по крестику не сворачивается, это окно. Оно должно именно не закрываться, то есть не полностью обнуляться все, что внутри, а именно введенные поля должны оставаться, и по крестику оно должно именно сворачиваться. А при нажатии на Live Chat, то оно должно опять разворачиваться. При нажатии повторно на Live Chat оно не должно перезапускаться до нуля, а оно должно именно разворачиваться. Сделай, пожалуйста, вот эту вот правку, и давай ее закоммитим. Так, надиктовали. Достаточно
полное описание того, что происходит, вставляем и смотрим, что нам ответит искусственный интеллект. Фактически я использую PageCharm, который установил вот здесь вот. Как подключить PageCharm, как установить бесплатный PageCharm. Для того, чтобы просматривать просто проект, вот нажимаю вот сюда вот commit, и я вижу, есть ли какие-то обновления в файлах. Наш Cloud Code, он работает в терминале в командной строке, и он меняет все файлы прямо у нас в операционной системе. У меня это Windows. И если он что-то поменял, то вот здесь вот что-то появляется. Какие у меня сложности были, когда я создавал 350 страниц, после 245 страниц я создавал 300, и я видел, что 2 часа работает Cloud Code, списывает токены, показывает, что он работает, какой-то процесс идет. Я захожу вот сюда вот, обновляю, и нету ни одного файла, который он сделал. То есть он 2 часа списывал с меня деньги, у меня под подписки, то есть, в принципе, токены списывал, использовал, и не создавал никакой пользы. То есть он имитировал работу. И вот эта вкладка — это то, как я контролирую искусственный интеллект, можно так сказать. И вот эта вот вкладка Project, я просто смотрю на проект, на его структуру, и удобная навигация внутри, что клауда, который открыт, Cloud-код, который открыт здесь вот в терминале, вот здесь вот, то он имеет доступ только к вот этой вот папке. Это тоже удобно, и я не отвлекаюсь ни на что другое, то есть удобный просмотр, и здесь еще цветовые отображения, изменился файл или нет. Окей. Он предлагает стили поменять. Да, окей. Ага, то есть он через Display None хочет работать. Ну, окей. Вместо Open Live Chat Ask a Question, ну да, это более правильное название, то есть переименовывает название. Здесь тоже вместо Live Chat задай вопрос, Ask a Question. О, я нажал двоечку случайно. Это значит, что он прописал сразу, что можно изменять все такие изменения. Вот здесь вот у нас находятся все разрешения. И, наверное, я вот так вот сделаю. То есть сотру, что он может делать абсолютно все, а он будет у меня спрашивать. И ему прямо запрещены git commit и git push. Веб-поиск сразу разрешен без спрашивания, что и как. Так, итого коммитить нет, предложи текст коммита, я предпочитаю самостоятельно коммитить, спасибо. Так, он предлагает текст коммита. Fix chat, collapse on close, toggle button, rename to ask a question. Окей. Мне нравится название, я вот перехожу сюда и вижу, что действительно 2 файла поменял он, один я с разрешениями поменял вручную. Здесь есть такой вот артефакт, что он лишние строки добавляет, но все равно это быстрее, чем делать вручную. Мы пушим. В любом случае, если кто-то это будет читать, то, скорее всего, это будет читать искусственный интеллект, то есть ему это будет просто пропустить пустые строки. После того, как мы это все запушили на GitHub, то мы можем смотреть изменения здесь. И мы видим, что уже пошла сборка, успешно все залилось на Git, и мы настроили связку
Вот здесь вот deploy сайта на Cloudflare Pages с GitHub. Здесь описывается, как поднята связка, что когда мы в PageArmy поработали и залились просто на GitHub, вот так вот в 2 клика, то это все автоматически разворачивается на серваке. Вот у нас сообщение об успешном разворачивании. И сейчас будем заходить на сам сайт. Если сейчас это не клацается, не кликается, не сворачивается, названо Live Chat, то F5 должно это изменить. Он сделал, что это в свернутом виде, но я не просил, чтобы это было в свернутом виде. В развернутом виде это лучше, чтобы оно сразу было в развернутом виде. Сейчас это поправим. Но, во всяком случае, ask a question. Проверим работоспособность, что он что-то там присылает. Отправить новую, свернуть, задать. Смотрю в email. Пришло ли мне что-то? Да, я вижу новое сообщение с сайта. Оно пришло. То есть связка работает. Как мы подняли связку? Нам необходимо было связать форму на сайте с API. Получается, здесь мы связали с Resend сервисом. И вот этот вот Resend сервис позволяет через себя отправлять сообщения. То есть, грубо говоря, у нас работает это в одну сторону, что сайт формой связан с сервисом, который может отправлять имейлы, и отправленный имейл через API Resend присылается на наш имейл, который info factwitness.com, и в этом видео настроено так по-хитрому, что отправитель контакт @fact-witness.com. То есть мы можем фильтровать отдельно по отправителю и получателю, чтобы заявки с сайта, они фильтровались в другую папочку внутри почты. Да, то есть вот что сейчас нехорошо, это ask a question, он свернутый, пусть он будет разворачиваемый спустя 3 секунды после нахождения пользователя здесь, чтобы обращать на себя внимание. Все работает хорошо, ты классно сделал. Единственное, мне хочется, чтобы после 3 секунд пребывания пользователя на сайте вот эта вот live-форма, она открывалась, и, может быть, даже как-то она плавненько открывалась, так, чтобы она открывалась там за 1 секунду методом разворачивания, чтобы пользователь обратил на нее внимание, и чтобы создавался какой-то вот такой флоу движения, кликнуть туда, задать какой-то вопрос. Вот, то есть мы уже делаем какие-то финальные штрихи. Здесь у нас опять в коммите пусто, то есть все, что мы уже сохранили, оно отсюда пропадает. Поэтому вот я так вот просто использую эту IDE-шку PageArm, то есть это никак не связано с Python. Здесь все файлы написаны на HTML, CSS, MD, JSON, то есть ничего связанного с Python, но просто это бесплатная IDE от хорошего разработчика. В будущем, может быть, еще попробую Antigravity от Google, но посмотрим. Так, он думает, токены идут, проходят. Думает, как это реализовать. Вообще сказочно, конечно, что мы что-то написали, оно сразу появилось для всех пользователей. Это, конечно, мне очень нравится автодеплой.
Автодеплой мы реализовали вот здесь вот. Деплой сайта на Cloudflare из GitHub. Так, прежде чем делать, один важный вопрос. Сайт статический, каждый переход между страницами — полная перезагрузка. Если делать просто set timeout open chat, то виджет будет всплывать на каждой странице. Через 3 секунды пользователь перешел с главной, снова всплывает, потом опять. Предлагаю использовать Session Storage, чтобы открывался только один раз за сессию, пока вкладка открыта. Пользователь увидел, закрыл, больше не мешаем. А второй момент. Медленная 1 секунда анимация только для автооткрытия. Когда пользователь сам кликает кнопку, лучше быстро. Да, молодец. Вот хорошо, что он согласовывает с нами стратегию и план. План, добавить анимацию, разворачивание снизу, класс. И тайм-аут с проверкой. Согласен с таким подходом? Я не согласен. Частично согласен. Мне нравится, что ты со мной обсуждаешь архитектуру. Спасибо, это классно, прямо как по нашему с тобой договору. Я принимаю и ценю это. Что мне понравилось? Мне понравилась разная скорость сворачивания и разворачивания в зависимости от того, это автоматическое разворачивание или скрыл и открыл непосредственно сам пользователь. Это принимаю твою редакцию, как ты и сказал. Насчет того, что пользователю будет надоедать это разворачивающееся окно на каждой странице, если он будет переключаться между страницами, я хочу, чтобы ему это надоедало, потому что это будет его провоцировать, нажать туда. То есть это будет такой вот динамический единственный элемент на странице, и пусть он напоминает, что есть вот такая вот обратная связь, что есть такой вот виджет, где можно задать вопрос. И я не против, чтобы на каждой странице пользователь это видел, но, скорее всего, общая логика будет такая, что пользователь из поиска в Google, он зайдет всего лишь на одну страницу, увидит то, что ему нужно, и переходить на остальные страницы, скорее всего, он не будет. Я так думаю, так что, в принципе, это даже и не будет никому мешать. Зачем я ему так объясняю? Может быть, у него будет какая-то другая новая логика, потому что мы с ним обсуждаем как с сотрудником, что делать, как делать, почему делать. И поэтому ему важно понимать еще мои мысли и логику, почему я принимаю такие решения, а не просто делай так и все. То есть, если я ему буду говорить делай так и все, то он не сможет предлагать и обсуждать со мной архитектуру, и это было бы нарушением нашего с ним договора. Он говорит, да, аргумент логичный, органический трафик из Google приходит на конкретную страницу и дальше не ходит. Это действительно так. А здесь он все делает сам, потому что мы уже план согласовали. Итого, SSS-анимация переименована в FV-upload разворачивание. Текст коммита. Ну, супер, он сразу и текст коммита нам дает. JS через 3 секунды вешается, slow вызывает OpenChat через 1,1 секунды, класс снимается. Если пользователь успел открыл сам, уже false, автооткрытие пропускается. Мне нравится. Так, выбираем эти файлы, вставляем commit and push. Успешно. Смотрим здесь успешно. Старое сообщение на всякий случай стираем. И переходим на сайт. И обновляем. F5. Ну, можно Ctrl-Shift-R, чтобы обновить еще стили.
А по идее, что должно произойти, это окно должно... оно саморазворачивается через 3 секунды, мы должны подождать. Оно не просто развернутым должно быть, оно должно саморазворачиваться. Так, раз, два. О, саморазвернулась. Вот такая вот пульсация здесь встроена, которая соответствует 1 секунде. Мне понравилось. Это его инициатива, до этого так не было. Это классненько. Так, тест. Тест отправилось. Еще одно сообщение. Свернуть, открыть, перезайти на страницу. Свернуто. Раз, два, три. Мне очень нравится. Мне нравится, ты красиво реализовал разворачивание окна, и я вижу, что ты добавил еще пульсацию зеленой кнопочки рядом с надписью Ask a Question, которая соответствует приблизительно 1 секунде. Мне очень понравилась твоя визуализация. Она обращает внимание людей на этот элемент, вот этой вот небольшой зеленой кнопочкой, которая дышит, пульсирует. И даже когда элемент свернут, то идет некое внимание пользователя туда. Большое спасибо тебе за креатив, мне он нравится. Результат классный, спасибо. Так, наш разработчик справился очень хорошо. Я очень доволен. У нас готовый проект, сайт с нуля. Все, я думаю, что это серия, нет пределов совершенства. Вы можете написать в комментариях, что бы вы делали по-другому или чего сайту не хватает. И можете делать какие-то запросы на видео, чтобы вам хотелось еще посмотреть, чтобы я записал. С одной стороны, я записываю боевой сайт, на котором я планирую просто зарабатывать деньги. Записываю и показываю весь процесс разработки сайта. И если вы действительно укажете что-то, что полезно для сайта, нужно, и если я его действительно буду использовать в этом боевом, живом сайте для заработка денег, то действительно тогда я сделаю, внедрю, и тогда планирую записать для вас дополнительное видео. А пока что следующее видео я планирую создать мобильное приложение. Это будет другое окружение. Если здесь мы имели установку настройка окружения, которая больше связана с созданием веб-приложений, то дальше уже будет по мобильным приложениям там чуть-чуть другое окружение, где мы будем это все создавать. Все, поздравляю вас. У вас все пусть получается. Финансового вам благополучия. И можете в комментариях писать, что бы интересно было, чтобы я еще снял, записал, сделал. Все комментарии читаю. Статусом на сегодня все комментарии отвечены. Так что добро пожаловать и буду ждать обратную связь. Хорошего времени суток.